Таких ликвидаций на крипторынке мы еще не видели. 11 октября ликвидировали 1 600 000 трейдеров на сумму более 20 миллиардов долларов за один день. Внимание, это за один день. Давайте сегодня разберемся, почему же так произошло, что это за черный лебедь и что нам делать дальше. Поехали. Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo, меня зовут Сергей Гирба, и сегодня мы будем рассматривать крах криптовалютного рынка, который произошел 11 октября. Но перед тем, как мы начнем, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на телеграм-канал и напишите в комментарии, потеряли вы деньги на этом крахе или нет. И если потеряли, то сколько. Итак, произошло, по сути, ужасное событие. Ликвидировали практически всех под ноль. Все, у кого были маржинальные позиции, даже с плечом 2х, там, 5х, то есть совсем низкое плечо, их все равно ликвидировали. Биржи принудительно закрывали заявки по невыгодным ценам. Где-то срабатывала система защиты, ну то есть это от биржи зависело, где-то лучше, где-то хуже отработали стопы, но у многих стопы просто не отработали, а мимо них пролетело и уже ликвидировало, потому что не было никакого обеспечения. Я наблюдал эту картину в прямом эфире. У меня на этот момент не было никаких открытых сделок, поэтому я, можно сказать, не пострадал, потому что те, кто держит спот, они просто посмотрели, ужаснулись, но в целом ничего страшного. Просто откат по рынку произошел в среднем 10-15%. Но в моменте, конечно, было очень страшно. Давайте покажу пару графиков, чтобы вы наглядно поняли, что же происходило. Итак, мы видим, что по данным CoinGlass у нас отображается 19 миллиардов ликвидации, но по факту было больше, потому что здесь не все биржи учтены. А еще ликвидации были в DeFi протоколах, поэтому тут просто колоссальные убытки за один день. Ну какой один день? Там буквально за 15 минут ликвидировало просто все и вся. Например, монета Atom. Она вообще в моменте упала до там сотых цента. То есть буквально ликвидировали вообще всех, кто какие-либо маржинальные позиции держал. Долгое время вот здесь идет фаза накопления, можно сказать, и нужно было собрать внизу ликвидность для того, чтобы расти выше. Но что именно так будет собрана ликвидность, конечно, никто не ожидал. И в моменте, там, кто держал эту монету, она стоила там около $3, упала буквально на ноль, и потом отросла быстренько обратно. То есть всех ликвидировали, и цена вернулась опять в этот диапазон. Ну вот, тоже возьмем, например, Starknet. Здесь мы видим, также были свечи, ну и так по всем альткоинам. То есть в моменте минус 50, минус 70, минус 80%. Буквально вот за минуты это происходило. Соответственно, ликвидировало просто каскадом всех и вся. Так почему же так случилось? Многие думают, что там Трамп вышел, пошлины поднял, и рынок сразу отъехал. Но нет. Это была ошибка биржи Binance. Причем техническая ошибка, которая повела за собой каскад ликвидаций. Значит, как это происходило? У Binance можно было использовать в качестве залога USDE, обернутый эфир, обернутую Solana в качестве залога, то есть можно использовать эти монетки. Однако цена происходила, она не по оракулам, не по ценам выкупа, а по собственным спотовым котировкам Binance. И это вот стало серьезной уязвимостью. То есть они смотрели на собственные внутренние спотовые позиции. 6 октября Binance объявили, что они переходят на ценообразование по оракулам, как правильно, но с 14 октября. Соответственно, 8 дней, вот этот промежуток, можно было совершить эту атаку, которую, собственно, и сделали злоумышленники. Значит, как это было? В этот промежуток времени, а это выпало как раз 10-11 число, организованная группа, они слили около там 60-90 миллионов стейблкоинов USDE, и из-за чего курс упал до 0,65. Это на стейблкоин. То есть они просто взяли около там 90 миллионов и бахнули в стакан. Естественно, курс упал, но он упал только внутри Binance. То есть это внутренняя котировка. А как раз движок смотрел на внутреннюю котировку. Он увидел, что не хватает обеспечения, все, там стейбл отлетел, и пошла ликвидация одна за другой. А дальше что происходит? Так как Binance это по сути крупнейший поставщик всего и вся метрик для ботов, алгоритмов и прочее, то есть самая ликвидная биржа, то все копируют, что там происходит.
и все обращаются к API Binance. И, соответственно, полетели просто все монеты подряд. Все альткоины полетели на дно. А дно зависело от того, какие там есть позиции на бирже, где стояли стопы. Соответственно, какая-то монета могла улететь на минус 90%, потому что там каскадом ликвидировало всех подряд. Там, где, например, монеты менее интересны, они могли упасть и поменьше, потому что там просто, ну, не было никого, никто не держал позиции, так глубоко не ставил стопы, и их, ну, просто невозможно было ниже опустить эти цены. Но если бы там стояли ордера, то их бы тоже всех снесло. На атоме, походу, там кто-то так захеджировался и такие стопы поставил, что просто в ноль укатались, но на других монетах в среднем это 50-80%. Ну а как же заработала та группировка, которая это все устроила? Они, по сути, скинули около 90 миллионов долларов в стакан, и они что сделали? Они просто открыли шорт на Hyperliquid. И, соответственно, они заработали на этом шорте 200 миллионов. То есть, ну, если даже вычтем, что они 90 потратили, влив в стакан на Binance, то остается, что 110 миллионов чистой прибыли. Дальше еще такой момент, что когда это все происходило, откупить дно было практически невозможно. Когда внизу были значения, то есть мало у кого получалось открыть вообще какие-либо позиции. То есть это сами там роботы, боты, может, как-то и что-то где-то успели, но если вы руками пробовали открыть какие-нибудь заявки, купить на дне монетки, у вас это бы просто не получилось. То есть шансы были крайне малы. Большинство людей потеряли деньги. И даже шорт-позиции закрывались, потому что на биржах есть такая функция ADL, то есть это когда автоматически закрывают позиции для того, чтобы балансировать маржу. Поэтому были закрыты и шорты, и лонги. Ну, лонгов было закрыто больше, потому что очень много людей, трейдеров, они держали в обеспечении очень много альткоинов. То есть никогда трейдеры так не думали, что может так сильно просесть на ноль буквально за секунду, и то, что у них не сработают даже их стопы, которые они там наставили. Ну и надо сказать, что на этом падении отработала очень хорошо биржа Hyperliquid. Монетку Hype мы держим в портфеле у себя, и, возможно, она нам даст еще большие иксы, потому что на лоях 100 пудов команда там откупала, и эти новости мы услышим чуть позже. Соответственно, мы можем сделать вывод, что на крипторынке можно совершить такую манипуляцию. Буквально для этого тебе нужно от 60 до 90 миллионов долларов, найти уязвимость, ударить по стакану, и все. А дальше просто идет каскад ликвидации и ликвидирует всех подряд. 15-16 октября, уже через пару дней, будет форум CoinCraft. Всех туда приглашаю, приходите, по ссылке в описании переходим и оформляем себе билетик. По промокоду ГИРБА скидка 10% на любой тип билетов. Я там буду, так что можете меня там найти, можем пообщаться на тему краха крипты, который вот сейчас произошел. Сам форум в прошлый раз был отличный, сейчас, думаю, будет еще лучше, так что увидимся на форуме 15 октября. Ну и после такого падения, когда всех перебрили, многие трейдеры, которых вы там следите за ними, их тоже сбрили. Например, вот Хамаха потерял 1 миллион за 10 минут. И он говорит, что он просто уже уходит. То есть он уходит из фьючей на крипте, если у него стопы не срабатывают на бирже, то какой вообще в этом смысл? И, соответственно, он собирается уйти на фонду. Его там счет по копи-трейдингу также обнулил всех, кто за ним следовал. Соответственно, здесь произошло обнуление. То есть все, что он там наторговал за последние полгода, у него отлетело. Да, у него это не совсем все потери, естественно, у него там еще есть деньги, но все равно это очень неприятно, обидно, когда он там качаешь какие-то биржи, показываешь, что вот, смотрите, как классно можно на них торговать, а потом выясняется, что стопы не срабатывают, и тебя просто ликвидируют за 1 секунду. Также другие инфлюенсеры, там можно поискать, кто потерял. Вот Богдан Где Иксы, например, показывает минус 385 тысяч. Но он там рассказывает, что он еще заработал на своих алгоритмах, которые делает. И в целом у него убыток минус 150. Но все равно это приличные суммы. Ну и еще тоже печальная новость. Один из трейдеров вообще решил уйти из жизни после этого. И это потому, что он еще известный, мы об этом знаем. А сколько людей могло поступить так же, ну, мы просто не знаем о них. Не такие они известные. Я думаю, очень много людей пострадало, так как мы видим, что ликвидировали 1 600 000 трейдеров, то среди них, наверное, есть те, кто, у кого просто сломалась жизнь из-за этой ситуации.
Доверие к биржам сейчас потеряно. Непонятно, зачем вообще тогда эти биржи, если они так не страхуют ничего. Посмотрим, будут ли какие-то компенсации, какая биржа себя проявит после таких событий. По-хорошему, нужно было просто откатить этот день обратно на день и все вернуть, как было. Все, забудем это падение. То есть, и тогда это был бы такой хороший ход. На фонде, по-моему, один раз такое уже было, когда делали такой откат. Просто из-за того, что это была техническая ошибка. Здесь, по сути, тоже была техническая ошибка, которая привела к каскаду ликвидаций. Поэтому если сейчас биржи, они сделают рефанд, просто вернут все как было, договорятся между собой, то тогда, может, еще все хорошо будет. Но что то я как-то сомневаюсь. Мне кажется, все-таки они так оставят все как есть, ну, кому-то что-то компенсируют малыми частями, ну, а остальные, ну, живите дальше как хотите. Что значит у меня с портфелями? В портфеле, вот, например, средний риск. Здесь убыток минус 30%. То есть, да, не очень хорошо. В высоком риске 80 тысяч. Здесь это убыток сколько? 16%. И в низком риске, ну, а низкий риск, он даже в профите. Ну, тут за счет того, что эфир, биткоин, они все-таки держат этот портфель. Так что тот, кто холдер биткоина и эфира, он вообще мог не смотреть, что тут происходит, какие-то ликвидации. Просто на холде лежат монеты и все равно в плюсе. Все эти портфели я планирую закрывать в конце года, там до 20 января следующего года. Закрою их как есть, ну и просто подведем потом итог. Еще у меня есть личный портфель, о нем я рассказываю только в приватке. Соответственно, его я тоже закрою в конце этого года, в начале следующего. У меня такой вот план фиксации. Ну, как можно было избежать такого, как можно было избежать убытков? Ну, во-первых, не закладывать свои альткоины в маржу для того, чтобы вставать даже в простые позиции маржинальные на 2х, 3х, то есть консервативные позиции не нужно ставить, то есть особенно если это там весь ваш капитал, не нужно закладывать как маржу. Потому что, как мы видим, ликвидировать может абсолютно всех. Ну и держите просто спот, держите не на биржах, держите на своих личных кошельках, там Ledger, Trezor, их много всяких кошельков, да даже на Trust Wallet, если переведете, уже будет лучше, чем просто хранить монеты на бирже. И тогда это вас убережет. Я вот, например, не пострадал особо от этой ситуации. Ну да, просадка по портфелю 10-15%, но ничего страшного для крипты. Ну, как сейчас упало, так оно быстро и отрастет. Я думаю, сейчас, так как ликвидировало очень много людей, очень много трейдеров, кто-то уже заканчивает свою трейдерскую деятельность из-за этого, то, в принципе, как раз есть все шансы, что сейчас пойдет рост в ближайшее время по всему и вся. Потому что, ну а что, всех перебрили, всех ликвидировали, уже почти никого не осталось. Теперь можно спокойно запампить все монетки. Ну и еще вариант, как можно было не потерять столько денег, это если вы торгуете через профирму. У меня был обзор на хэш-хедж. Здесь, допустим, если вы взяли челлендж на какой, ну, допустим, 50 тысяч долларов в управление вы взяли, да, он стоит всего $399. Соответственно, даже если у вас там вы хорошо торговали, торговали в плюс на эти деньги, к этим 50 тысячам у вас профит все время был, но вот случается такая критическая ситуация. Ну что произойдет? Да, у вас челлендж вырубится, потому что там, когда там риск падения на 5%, все, у вас челлендж отрубается, и, ну, нет доступа больше к этому счету. Но вы при этом потеряли там не 50 тысяч долларов, а потеряли всего лишь 400 долларов. Соответственно, ну, окей, как бы чуть-чуть потеряли. Дальше вы можете заново взять другой челлендж, пройти, если вы хороший трейдер, и дальше также торговать спокойно на эти 50 тысяч, ну или там на 100 тысяч долларов. Соответственно, у вас меньше рисков. То есть даже если случается что-то вообще кардинально плохое, у вас ну максимум выбит челлендж. Все. И вы потеряете только вложения, которые делали для того, чтобы получить доступ к этому капиталу. Повторяться, как работает эта платформа, я сейчас не буду. Кто хочет, посмотрите, у меня есть обзоры на платформу Hedge и можете вот так торговать с меньшими для вас же рисками. На этом у меня на сегодня все. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и напишите коммент. Вам не сложно, а мне будет приятно, и алгоритмы продвинут это видео дальше.
Ну а те, кто потерял на этом падении все свои деньги, все свои сбережения, не отчаивайтесь, отдохните недельку-другую вообще от рынка, и дальше уже подумайте, стоит ли вам сюда возвращаться или это просто не ваше. Деньги можно заработать и другим путем, не только на криптовалюте. Ну а я желаю вам всем профита и до новых встреч!